Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Близнецы. Расклад на следующую неделю, неделя со 2 по 8 февраля. Давайте посмотрим, что ожидает Близнецов в этот период времени, какие вам карты сегодня выпадут на этот наш сегодняшний недельный таро-прогноз. Я напоминаю, что дни у вас могут в какой-то степени не совпасть, да, потому что это общий расклад. Надеюсь, что у большинства все-таки отыграется расклад максимально близко к тому, что у нас получится. Но помним, что это не персональный, не личный расклад. Напоминаю, что вы можете подписаться, можете оставить комментарий под этим видео. Буду очень вам за это признательна. Итак, давайте посмотрим, Близнецы, что же вас ожидает на неделе со 2 по 8 февраля. Какие у вас карты, соответственно, выпадут. Я в раскладе использую две колоды. Вторая колода у нас дополнительная для уточнений или разъяснений, возможно, к основным картам, которые мы с вами получим. Итак, давайте посмотрим, что же здесь получится у Близнецов. Близнецы. Итак, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Интересно, да? Суббота и воскресенье. Итак, интересные достаточно карты. Первая карта, которая у вас здесь есть, карта девятка пентаклей, материальная выгода. Может быть, вы в чем-то будете искать материальную выгоду в этот день, а возможно, здесь просто вы будете выполнять какие-то свои задачи, свою работу и достаточно успешно ее выполнять, потому что вы можете завершить работу и получить за нее хорошее вознаграждение. Возможно, это вознаграждение, оно каким-то образом, да, вас вдохновит на то, чтобы что-то поменять в себе, может быть, что-то в своем имидже, может быть, как-то улучшить обстановку вокруг себя, да, то есть какой-то добавить роскоши, возможно, которую вам бы хотелось привнести и добавить. То есть это карта человека, который очень такой успешный, который любит роскошь, который в целом купается в этой роскоши. И, возможно, здесь даже, знаете, как и общение с такими же людьми, то есть такого же круга, возможно, такого же уровня, как вы. Это то, что вы пытаетесь здесь сделать. То есть окружать себя такими людьми, окружать себя какими-то хорошими вещами, но не потому что да какая-то такая черта характера, а потому что вы это заслужили, вы этого, соответственно, хотите. Карта девятка пентаклей. Давайте посмотрим еще дополнительную карту, что здесь у вас будет на понедельник. Карта четверка пентаклей, тоже как желание сохранить что-то, что принадлежит вам, желание здесь то, что вы зарабатываете, приумножить, добавить, сложить. Если вы что-то получаете там как подарок, может быть, или какое-то наследство, то тоже желание это себе забрать, себе сохранить, никому не отдавать. Ну, то есть здесь вот такая небольшая скуповатость, может быть, и алчность, но скуповатость в каком понимании? В отношении других, да? То есть вы не хотите отдавать кому-то заработанное своим трудом, допустим. Какие-то такие вот здесь могут быть у вас мысли, а если даже какие-то траты необходимы, то вы стараетесь сделать их очень-очень продуманно. Четверка кубков, карта на вторник у вас, карта, возможно, каких-то переживаний, да, когда вы находитесь в состоянии, ну не скажу прямо уныния, но во всяком случае такого вот удрученного состояния по четверке кубков, когда вы можете чувствовать апатию, когда вы можете быть разочарованными в том, что ранее что-то не получилось, возможно, вас это расстраивает действительно, да, и вы не замечаете новых возможностей, вы не замечаете новых перспектив каких-то, возможно, вы замыкаетесь больше здесь и хотите больше времени провести, не знаю, вот с собой дома, чтобы не вовлекаться как-то в социальную жизнь, вот что-то вас разочаровывает, сильно расстраивает здесь, или в людях, которые вас окружали, и что-то вот произошло в отношениях с этими людьми, или вот какая-то ситуация, которая у вас не получилась, и она вас очень сильно из-за этого могла расстроить. Давайте посмотрим, что же здесь еще может быть. Но также здесь еще и неуверенность может быть, да, то есть неуверенность
воспользоваться ли какой-то возможностью, сделать ли какой-то важный шаг, или не стоит этого делать, потому что, возможно, уже ранее были ошибки, и эти ваши шаги, допустим, они не принесли положительного результата, либо результат был, но не таким, каким вам бы хотелось, и поэтому вы сейчас сомневаетесь, стоит ли этот кубок принимать, стоит ли эту возможность принимать. Итак, близнецы, давайте посмотрим. Дополнительная карта у вас, карта шестерка мечей. Здесь какая-то возможность, которая связана для вас с переменами, для вас очень важными в жизни по шестерке мечей. То есть что-то кардинально может поменяться, но для вас это хороший шанс на удачу, какая-то хорошая возможность, чтобы изменить ситуацию к лучшему, чтобы сдвинуться с мертвой точки, чтобы по шестерке мечей, возможно, куда-то поехать, вам может предлагаться хороший шанс и возможность для этого, или может предлагаться какая-то хорошая работа для вас, может быть, даже с переездом. То есть какие-то предложения вам поступают, что-то, что изменит ситуацию к лучшему. Вот вы сейчас на том моменте, да, на том вот этапе, на котором вы находитесь, вас что-то не устраивает, а это прям вот возможность изменить ситуацию в лучшую сторону, и у вас она есть, и вы здесь интересуетесь на самом деле этой возможностью, или вам ее предлагают, да, как шанс. Вот возьми, да, вот хорошее предложение, но вы почему-то этих перемен боитесь. И дальше карта башня, карта разрушения, или карта того, что, знаете, вот может быть связано с каким-то, знаете, как вот что-то для вас меняется кардинально. Опять-таки башня, что-то старое разрушается, как старые установки, старые правила. Это уже больше не работает. Все сносится до фундамента, чтобы построить что-то новое, наверное, лучшее. Да? Карта башня. Также здесь могут быть какие-то сокрушительные события, не дай бог, что-то, знаете, может ломаться или что-то вот такое происходить. Также может быть и ситуация здесь какого-то конфликта, но опять-таки в споре рождается истина. Может быть, этот конфликт приведет к озарению, прозрению, пониманию каких-то для вас важных вещей. Вот она, карта башня. То есть карта башни — это такая более резкая трансформация, я бы сказала. Допустим, если бы выпала карта смерти, я бы говорила, что это какие-то внутренние изменения, трансформирующие вас. Башня, она такая более резкая, более болезненная, то есть что-то вот такое происходит действительно внезапное для вас, карта башня. Давайте посмотрим, близнецы, на среду, что еще здесь у вас есть. Карта туза пентаклей. Вы здесь можете совершенно по-другому посмотреть на какие-то вещи, касающиеся денег, возможно, касающиеся каких-то важных для вас вещей, которые могут принести хороший результат, да, как плоды, успех, результат, что-то, что может дать хорошие здесь всходы. Да? Карта туза пентаклей. То есть у вас здесь может быть ощущение такого вот прозрения и понимания, каким образом вы можете получить какую-то выгоду, или каким образом вы сможете здесь словить удачу за хвост. Да, вот у вас происходит здесь эта возможность. Либо что-то ломается, меняется в планах там ваших или вашего окружения, но это происходит как будто бы в лучшую сторону, то есть на руку вам. Это происходит как какое-то хорошее изменение, которое будет вам на пользу. И карта следующая, карта колеса фортуны, изменения, которые происходят в вашей жизни, они, скорее всего, будут успешными, удачными, потому что фортуна — это что-то связанная с успехом, потому что вот вы в нужное время, в нужном месте оказались, да, и, возможно, приняли какое-то правильное решение, и оно привело вас к определенному успеху. То есть здесь вот может быть, правда, важное решение. Здесь вы можете принимать важные решения, потому что вы уверены в успехе. У меня получится, я смогу, я сделаю. И вы, собственно, да, поэтому по колесу фортуны запускаете вот эту цепочку для себя событий важных в четверг, которые, ну да, скорее всего, должны быть успешными для вас. Дальше карта Луна. У вас может быть много здесь по карте Луна либо каких-то сомнений и страхов, связанных с тем, что да, кардинально что-то меняете в своей жизни, принимаете такое решение, но вы понимаете, что это может воплотить ваши надежды в реальность, ваши мечты. Карта Луна, да, она такая, знаете, по Луне можно и мечтать, загадывать что-то, планировать что-то, но также это еще и такой знак скрытого, непонятного, чего-то, что может быть, знаете, как будто бы неприятной такой для вас неприятной тайной, то есть что-то, что скрыто от вас и может потом вдруг открыться, и это
может вас ранить. То есть карта Луна, она о переживаниях, о неуверенности, да, о том, что вы боитесь, что, возможно, вас кто-то может обмануть, или что что-то пойдет не так, что какие-то форс-мажорные обстоятельства поменяют ваш идеальный план, да, как-то на него повлияют. Может быть, по карте Луна здесь какие-то вопросы, связанные с беременностью или с какими-то вопросами женского цикла в целом, потому что Луна — это все, что связано с гормональной системой, с женским здоровьем, беременностью, в конце концов. То есть какие-то вот вещи, которые вы решаете и принимаете решения, а может быть, касающиеся беременности, да, карта Луна. Дальше идет карта девятка мечей. И тут, кстати, такой момент, может быть, вы просто много работаете здесь по ночам. То есть, может быть, вы ночью много работаете, мало спите, много думаете о каком-то проекте, который вы здесь внедряете в жизнь. И поэтому и карта девятка мечей. Возможно, вы здесь просто мало отдыхаете. Поэтому здесь вы, да, действительно перегружаете себя какими-то делами и нервно себя немножечко истощаете. Но и также, опять-таки, карта Луна и девятка мечей есть и переживания. В правильном ли направлении я двигаюсь? Точно ли вот то, в чем я или был уверен, или была уверена в среду, в четверг, точно ли это то, что мне нужно в пятницу? Точно ли это действительно правильный мой хороший выбор? То есть девятка мечей, она здесь показывает вот эти переживания и, может быть, даже где-то отчаяние, потому что вы думаете, ой, пути обратно нет, да? Карта рыцаря мечей, карта вашей стихии, карта воздушного знака близнецы. Может быть, как-то связано это с воздушным знаком, как и вы. То есть близнецы, водолеи или весы. Здесь может быть чувство вины перед таким человеком. Возможно, даже какие-то чувства стыда, да, или каких-то переживаний из-за событий, связанных с такой личностью. Также здесь может быть и по рыцарю мечей ситуация, где вы переживаете из-за того, что вот вы храбро решили чего-то добиваться, достигать, да, может быть, вы начинаете сомневаться в этом вашем решении, то есть какие-то возникают здесь переживания. Точно ли мне это нужно? Справлюсь ли я? Смогу ли я преодолеть все препятствия, которые у меня на пути потом еще возникнут, потому что это еще не решение окончательное. То есть вы понимаете, что придется прикладывать много усилий, и вы в эту ситуацию влезли. Дальше идет карта королева жезлов и императрица на выходные дни у близнецов. И королева жезлов — это огненная стихия, да, действительно, может быть общение важное с огненным знаком зодиака. Это львы, овны или стрельцы, но также еще и по королеве жезлов вы можете здесь проявлять качество этой огненной стихии. Двойка жезлов тут же. Когда вы очень много планируете, когда вы стараетесь смотреть далеко в будущее, вы стараетесь здесь какую-то стратегию выстраивать. И опять-таки двойка, два варианта, которых у вас было. Вы здесь принимаете, скорее всего, решение. Вот она смотрит здесь на императрицу. Если были какие-то сомнения, касающиеся беременности, там родов, да, всего, что связано с фертильностью, то вы смотрите, скорее всего, на перспективу деторождения, да, или возможности стать мамой, или каких-то вообще вопросов, связанных вот с этой женщиной. То есть вы рассматриваете эту возможность как хорошую, потенциальную, которая приведет вас к успеху. И по королеве жезлов в целом вы горды собой, вы знаете, что вы заслуживаете этот успех, вы здесь очень и очень будете целеустремленные. Вы здесь захотите справедливости для себя, в конце концов, захотите тоже получить какой-то вот этот результат, который, как вы кажется вам, вы заслуживаете, да, как и другие люди. Вот королева жезлов. Также здесь может быть и интерес ваш к какому-то человеку огненного знака, когда вы пытаетесь разобраться с тем, что происходит у этого человека, может быть, на расстоянии, когда вы пытаетесь узнать что-то, да, может быть, да, расспросить от других знакомых, друзей или у этого человека непосредственно позвонить, узнать, да, потому что он на расстоянии, узнать, как у него обстоят дела. Карта императрица, карта знака Телец, да, и в целом вот такой вот женской энергии, карта материнства. Может быть, здесь действительно какие-то вопросы беременности для вас важны, либо вы здесь, если у вас есть уже, допустим, дети, может быть, много времени уделяете своей семье, вы очень предприимчивы, решительны во всем, что касается решения вот этих семейных вопросов. Опять-таки огненная стихия выпала, карта короля жезлов. Вы здесь в целом настроены на то, чтобы идти и добиваться, чтобы все, что вы делали, процветало, росло, приводило к каким-то хорошим результатам. Да, чтобы ваша работа была плодотворна, потому что императрица — это то, что рождает, то, что сеет, то, что дает жизнь, то есть то, что вы здесь делаете, и карта показывает здесь льва, то есть вы сильны, вы настроены очень серьезно, вы готовы здесь
по карте вот этого, собственно, короля жезлов, который, да, и льва может показывать. В целом это огненный знак. Но и здесь вы можете много духовной силы иметь, такого эмоционального подъема, чтобы верить в свои силы, что у вас получится, вы сможете, вы сделаете здесь какую-то такую задачу важную, решите, связанную с этой императрицей или с этим плодородием, то есть развитием. Может быть, получением результата, на который вы настроены, если речь идет, допустим, там о бизнесе, о работе. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на неделю мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого.